Это почти как молитва, когда он смотрит в небеса. Привет, мои друзья, и добро пожаловать обратно в Singer Dead Reacts. Меня зовут Джош, и я рад вернуться к работе над реакциями. Димаш Самалтау, о вау, это что, Кабыс? Oh wow, is this a Kobe's? It looks like it. О, это жутко. That's eerie. Он играет на нем, держа палец как бы под струной. Это интересно, похоже, что это тот же самый джентльмен, который играл на нем для The Stranger в той песне, которую This он looks like the написал. same gentleman that played it for The Stranger for that song he did. О, вау. Wow. Это интересные инструменты. Такой интересный инструмент. Интересно, что этот парень здесь делает. Если бы ты мог прокомментировать некоторые другие инструменты, на которых они играют, это было бы здорово. Hayran yelim şalkar göle Ne bolar saldat bollamayla Kurgin kınım ay Yesem kayta kayta tüsü girdi Это интересно. Он использует стиль пения, в котором он как бы исполняет вот это, что-то вроде того стиля, когда ты как бы подпрыгиваешь на гортани. И как бы слегка подпрыгиваешь на звуке. И я думаю, что это больше похоже на казахский стиль, как мне кажется. И вы, ребята, можете прокомментировать это. Но я знаю, что он уже использовал это раньше в некоторых своих выступлениях. По-моему, это моя 34-я реакция на Димаша. Так что я определенно слышал, как он делал это раньше. Но не мог бы ты как-то прояснить для меня этот вопрос и просто сказать, действительно ли это похоже на казахский стиль, на его голос и на то, что он делает? И я думаю, что у меня здесь есть подходящее видео. На нем написано «Токийский джазовый фестиваль». Так вот, я представлял себе что-то вроде живого выступления перед аудиторией. Так что надеюсь, это именно то видео, которое вы, ребята, просили. Я просмотрел все комментарии, и это то, что, как вы сказали, было снято на Токийском джазовом фестивале 2020 года. Так что надеюсь, это то, что нужно. В любом случае, это очень интересно. Позволь мне вернуться немного назад. See how he backed it off when he was talking about the precious land? Ты слышишь, какой у него своеобразный ритм?
Это одна из тех вещей, которые мне нравятся в Димаше и других исполнителях, когда они как бы передают в музыке то, что происходит в тексте песни. Песня подходящая. Так что, похоже, он придерживается более медленного ритма, потому что он говорит о том, что нужно идти пешком и стараться правильно добраться до места назначения. И еще одна вещь, которую я заметил, это то, что он отступает, когда говорит «а ты знаешь, моя драгоценная земля». Так вот, он добавляет много специфической динамики и ритмических изменений, которые придают песне текстуру и сочетают историю, которую он рассказывает, с лирикой. И это признак действительно одаренного исполнителя и того, кто потратил много времени на то, чтобы все обдумать и по-настоящему рассказать историю песни и правильное воздействие на нее. Мне это нравится. Позволь мне вернуться сюда, чтобы мы ничего не пропустили. Ты это слышал? Это классная часть. О, вау! Волею судьбы вынужденная отправиться в далекие страны. To travel to distant lands. Да. Я полагаю, что последняя часть его рассказа, где он как бы немного отступил, это то, что я оставил позади, верно? Так вот, моя драгоценная земля, и затем он как бы действительно мрачен и печален из-за того, что он оставил позади, верно? Так вот, он заявляет, что моя драгоценная земля и то, что я оставил позади, правильно. Так что опять же это добавляет чувств и динамики и рассказывает историю. И все это он делает сидя. Он сидит там и не в самой идеальной позе. Он сидит, скрестив ноги, и по моему опыту это тоже не так-то просто, поскольку диафрагма как бы раскрывается, и ее легче поддерживать, и все такое. And all that, Так so, вот, он просто делает вид, he что все just просто. makes it look easy. В его голосе cry прямо in his voice сейчас right now. слышится плач. Это как раз та часть, о которой я говорил. Видишь, как он хватается за сердце? Прости меня. Возможно, сейчас неподходящий момент. Я перемотаю запись назад, чтобы убедиться, что мы все правильно поняли. Он просто король в том, что может просто. И это отчасти напоминает мне Аве Марию, где он просто исполняет ах на протяжении всей песни. И тем не менее песня по-прежнему звучит так величественно и красиво. И в ней есть своя энергетика и сюжетная линия, в зависимости от того, как он исполняет свои партии и как правильно поет.
И сейчас здесь происходит то же самое. И еще одна вещь, на которую я хотел обратить ваше внимание. Если вы внимательно послушаете, а я перемотаю запись назад, то он будет аккомпанировать инструменталистом. А это не просто, когда вы делаете что-то вроде «ах» и все такое, и вы делаете много пробежек и движений в твоем голосе. Давай посмотрим, может быть, здесь. Посмотри, Yeah, the как звучит music's- музыка. Он действительно feeling the чувствует rhythm. ритм. Прямо Nice здесь resonance приятный right there. резонанс. Это That было was cool. круто. Oh. Это It's почти almost как like a молитва, prayer where когда he's он looking смотрит up в to the небеса. heavens. Не болар солдат болып айнан көрген күнім ай. Ничего себе. Это было превосходно. Это было действительно здорово. Опять же, мы привыкли ожидать от Димаша чего угодно, и я знаю, что у меня есть просто потрясающие способности к его голосу и к нему самому. Его артистизм и его интерпретация песни, а также разнообразие различных вещей, которые он может делать в разных моментах песни. Начиная от изменения тембра его голоса и заканчивая изменением стиля и жанра при дыхании и всех этих разных вещей, ритмов. Он мастер всего этого, и в этом выступлении он тоже добился немалых успехов. И можно сказать, что эта история была близка и дорога его сердцу. И я думаю, что отчасти это можно понять и потому, как он что-то пишет, когда ему действительно нравится создавать песню, и вы понимаете, что это связывает. Он написал что-то о Казахстане, о своей родной земле и обо всем таком, и в этот момент ты понимаешь, что он много думал об этом. Он очень патриотично относится к своей стране. Я видел интервью с ним и слышал от многих из вас о том, что он действительно любит Казахстан и старается по-настоящему прославить страну и достойно представлять ее. Так вот, спасибо ему за создание этой песни и за рассказ этой истории о бедном молодом человеке, который оказался в такой ситуации. И это то, что произошло во многих странах, где наших молодых людей просят участвовать в войнах и рисковать своей жизнью, чтобы защитить наши свободы, наши страны и все такое прочее. Так вот, многие члены моей семьи служили в армии, а мой старший брат участвовал в одной из предыдущих войн. И я очень благодарен им всем и всем, кто пожертвовал собой ради своих стран. И это действительно перекликается с этим. И мне нравится в нем то, что каждое его выступление должно быть на 6 октав выше, и он должен делать эти безумные вещи. Он может просто сидеть и рассказывать историю, вкладывая в нее свои чувства, и это потрясающе. Это признак настоящего артиста, человека, который понимает, что не обязательно каждый раз делать что-то кричащее своим голосом. Речь идет о том, чтобы рассказать искреннюю историю и действительно вложить свои чувства и усилия в то, чтобы это стало мощным выступлением. И поэтому я благодарен Димашу за это и благодарен всем вам за то, что вы предложили это.
Продолжайте давать мне советы. Итак, я полагаю, что это относится к 2020 году. Так что дайте мне знать, есть ли еще какие-нибудь вещи из 2020 года, которые вам действительно нравятся и на которые вы хотели бы, чтобы я отреагировал. Если вы чувствуете, что предпочли бы, чтобы я перенесся в 2021 год и двигался дальше по его временной шкале, тогда дайте мне знать. Я имею в виду, что я обязательно вернусь. Я просто хочу ознакомиться с его новыми работами, потому что я знаю, что многие из вас действительно хотят, чтобы я ознакомился с некоторыми из его новых работ. И поэтому я хочу убедиться, что просто сосредоточусь на тех жемчужинах, на тех, знаете ли, потрясающих выступлениях, которые у него есть, которые являются из каждого из этих разных лет на временной шкале предшествующей. Это сегодняшний день. Так что поделись со мной своими предложениями ниже и понаблюдай за реакцией на этой неделе. И прежде чем я закончу, я собираюсь закончить свою реакцию так же, как я делаю со всеми своими реакциями, обратившись ко всем вам по всему миру, чтобы вы знали, что вы особенный. Тебя любят. И ты сможешь осуществить свои мечты. И я действительно верю в это и надеюсь, что в твоей жизни есть люди, которые поддерживают тебя и заботятся о твоем счастье и безопасности. Еще раз спасибо тебе за всю твою замечательную поддержку и заботу.